Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Начался месяц апрель, и давайте мы с вами посмотрим, что же ждет в этом месяце водолеев. Мы сделаем небольшой прогноз, рассмотрим общую атмосферу апреля, сферу работы, финансов, личной жизни и совет предостережения. У нас будет одна общая позиция для всех водолеев. Не нужно ничего выбирать, просто устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее и давайте посмотрим. Начиная с общей атмосферы наступившего месяца, мы посмотрим, каким же он будет для тех, кто родился под знаком зодиака Водолей. Так, общая атмосфера апреля для водолеев. Очень много официальных вопросов касаемо дома и семьи. Это может быть семейный бизнес, это могут быть документы, связанные с семьей. И вы знаете, нужно сказать, что апрель для водолеев будет очень таким продуктивным, очень ценным, значимым, стоящим. Вы получите то, что хотели. Но смотрите, вот здесь абсолютно для всех, кто будет решать какие-то официальные моменты, будьте осторожны, потому как вас могут окружать люди, которые такие вот, знаете, скользкие, которые не искренние и не совсем честные. Люди преследуют свою выгоду. Но, вы знаете, я не могу сказать, что каким-то образом вы будете огорчены, расстроены. Здесь будет много разговоров, много переговоров и информации, которая приходит через людей, с которыми вы будете взаимодействовать. Но в целом месяц очень положительный, потому как он, как я уже сказала, решит все ваши вопросы официального формата и решит в положительном для вас ключе. Теперь давайте посмотрим, что в сфере работы у водолеев будет в апреле. В сфере работы у водолеев. Спокойно, все хорошо, все стабильно. В работе у водолеев в апреле все очень стабильно. Ой, прекрасные карты. Вы знаете, работа является очень важной, неотъемлемой частью вашей жизни. И нужно отметить, что вот эти старшие арканы, которые у нас выпадают, говорят о том, что действительно многое, практически все в вашей жизни зависит от того, как идет работа. И работа в апреле у вас будет складываться очень хорошо. В первую очередь нужно отметить, что вас уважают. И вы в апреле укрепляете свои позиции, укрепляете свой авторитет. Здесь возможно такое, вот знаете, как процесс наставничества, когда вы кого-то учите, кому-то покровительствуете. Также у вас могут быть люди, которые покровительствуют вам, которые как-то, знаете, вот вашими являются наставниками, вашими такими, знаете, вот учителями, людьми, которые не то что руководят, а наставляют больше на такой вот более правильный, более перспективный для вас путь. Но император говорит о том, что у многих, кстати, здесь может отыграться семейный бизнес, какое-то семейное дело, ну, собственно, здесь сигнификаторы об этом говорят, но в целом все стабильно. Бизнес долгосрочный, работа ваша долгосрочная, спокойная, продуктивная. И вы знаете, некоторые дела, которые вы задумали, которые вы сейчас реализовываете, они могут несколько затягиваться, но здесь не в том плане, что вот с пробуксовками, а в том плане, что все идет медленно и размеренно. Тем не менее, идет хорошо и будет в течение длительного времени приносить вам стабильность и доход. Что касается финансов, давайте посмотрим в апреле у водолеев. Финансы. Тоже все хорошо. У вас есть стабильный источник, который будет продолжать генерировать вот этот вот доход. Ну, король Пентаклей, у большинства здесь от мужчины идут деньги, да, то есть от мужа, от отца. У кого-то здесь, вот знаете, вот король Пентаклей — это стабильность, стабильный доход, причем доход очень хороший. Придется в апреле
финансами с кем-то либо делиться, либо вот оказывать финансовую помощь и поддержку. И, знаете, вот здесь захочется как-то выстроить границы, да, то есть как это вот дай мне столько-то, когда мне нужно самому столько-то и столько-то, да. То есть здесь может отыгрываться такое, что люди ищут общение с вами, просят помощи вашей по той причине, что вы действительно можете эту помощь оказать. Но вам важно не забывать о том, что у вас у самих есть свои собственные потребности. Но даже если вы в полной мере окажете вот эту вот помощь, которую у вас просят, да, финансовую, материальную, вы абсолютно не останетесь с пустыми карманами. Здесь все хорошо, здесь стабильный доход, стабильная такая, знаете, финансовая подушка, плюс еще заработок, который увеличивается, он не прекращается. Это все поставлено на поток. Это все есть сегодня и будет завтра, послезавтра и так далее. Все хорошо на самом деле. И нужно отметить, что в апреле у вас будут приходить какие-то новые возможности. Причем, вы знаете, здесь вот эти вот новые возможности, это как предложение сотрудничать, предложение взаимодействовать. Но здесь опять же нужно быть весьма внимательными, по причине того, что кто сколько вкладывает, кто что делает. Люди могут искать более выгодные для себя пути, но вам важно смотреть, чтобы для вас эти предложения, они тоже были очень выгодными. Теперь давайте посмотрим, что в личной жизни у водолеев. Личная жизнь. Водолеев. Девятка пентаклей. Так, ну здесь развитие. Смотрите, для тех, кто одинок, для тех, кто не в паре, здесь велика вероятность либо нового знакомства, либо сближения с тем человеком, который уже есть в вашем окружении. Здесь в любом случае вот рыцарь жезлов — это как молодой человек, мужчина, такой весьма активный. У кого-то может отыгрываться, что это человек чуть младше возрастом, у кого-то человек такой, знаете, вот энергичный, инициативный и не всегда рассудительный, да, то есть он готов бежать вперед, он готов завоевывать, покорять, причем не только вас, а и новые горизонты, и вас с этим человеком сведут какие-то обстоятельства, да, то есть если вы ходили как-то бок о бок друг рядом с другом, смотрели друг на друга, то какая-то ситуация будет, которая заставит вас сблизиться. Если же ваши отношения еще не образовались, да, то есть вы не знаете друг друга, то здесь, опять же, такая ситуация, такие обстоятельства, которые заставляют вас вот именно столкнуться нос к носу. И вот это знакомство, да, вот этот вот момент, когда вы вот прям начали свое взаимодействие, он становится отправной точкой для того, чтобы все, что происходит между вами, очень активно развивалось, потому что рыцарь жезлов — это еще и движение вперед. У кого-то, кстати, здесь могут отыгрываться примирение после ссоры, либо напоминание о себе того человека, с которым было прекращено общение. Но в любом случае здесь очень положительная тенденция. Для тех, кто находится в стабильных отношениях, для тех, у кого рядом есть партнер, здесь, знаете, опять же, все сводится к тому, что какая-то ситуация, причем которая не от вас не зависит, не от него, прям вот стечение обстоятельств, которое вот прям волей судьбы продиктовано, да, то есть такая ситуация возникла. Вот это все способствует тому, чтобы ваши взаимоотношения с тем человеком, который присутствует в вашей жизни, они начали набирать оборот, да, чтобы двигаться вперед к чему-то такому весьма продуктивному, потому что шестерка кубков — это то, что создается не на один день, то, что создается на долгие годы. И здесь, знаете, вот переход из состояния автономности, да, когда вот каждый больше сам по себе, вот эта вот ситуация, она способствует тому, чтобы вы прям вот как-то более тесно начали взаимодействовать и задумываться о том, чтобы ваш союз стал более крепким, долгосрочным, перспективным. У кого-то даже может отыгрываться такое, что вот поднимается вопрос о рождении детей, да, о создании семьи и чего-то такого вот именно долгосрочного и серьезного. Теперь давайте посмотрим, что у нас в совете, к чему стремиться водолеям. К чему водолеям стремиться в апреле.
к семье, к семейным отношениям. Да, здесь действительно стоит придерживаться того, чтобы складывались такие отношения, которые вот приведут к семейному союзу. Причем, вы знаете, здесь все в ваших руках. Нужно суметь собрать все ресурсы свои, вот, ну не могу сказать, что в кучу, да, а сконцентрировать все свои ресурсы на том, чтобы ваш союз укреплялся, на том, чтобы ваш союз процветал, и вы понимали, куда вы хотите вести вот этот союз, вот эти вот ваши отношения. Страхи гоните, страхи здесь беспочвенные, могут возникать такие переживания относительно того, получится, не получится, хватит денег, не хватит денег, будет или не будет, все будет. Все хватит, все получится. По девятке мечей здесь страхи те, которые вот иллюзорные. Это то, чего не случится на самом деле. Здесь, знаете, вероятность 1% из 1000, да, то есть не случится такого, не бойтесь, не переживайте. Это, знаете, как в фильме «Блондинка за углом», когда она там начала размышлять, там наш мальчик геройский погиб. Вот не нужно, это вот страхи из этой серии. Теперь давайте посмотрим предостережение. Чего остерегаться стоит? Чего стоит остерегаться? Водолеем. Так. Ну, во-первых, смотрите. Верховная жрица, императрица. Солнышко. В целом, здесь на самом деле очень хорошие карты в предостережении. Я не могу сказать, что здесь какие-то будут ситуации, которые заставят вас прям переживать. Единственный момент, опять же, Верховная Жрица — это карта мудрости, да, хитрости, мудрости, тайн определенных. И вот это то, о чем мы говорили ранее. Здесь Верховная Жрица, она больше относится вот к этим вот моментам, когда вы имеете дело с официальными там документами, бумагами, разговорами и с теми людьми, кто может быть таким вот скользким, да, перетягивать одеяло на себя и выгоду в свою сторону использовать. Но в целом здесь максимально положительные карты: императрица, и солнышко, и туз пентаклей. Это шансы, возможности, это семья, это дети, любовь, материнство. Вот эти вопросы, они требуют особого внимания. Да, к семье стремитесь, к материнству стремитесь, к улучшению финансовой стабильности, финансового благополучия тоже стремитесь. Но держите ухо востро, не пускайте все на самотек. Карта маг. Держите ситуацию в своих руках. Да? Не делайте так, чтобы ваше отношение к тем вопросам, которые требуют серьезности, было беспечным. Вот здесь важно держать руку на пульсе. Карта сила. Саккумулируйте, сконцентрируйте все свои ресурсы для того, чтобы у вас все намеченные цели и планы были реализованы в лучшем самом виде. Вот такой был прогноз для водолеев. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи в новых видео.